Значит, сегодня я начну с двух моментов. Момент первый. 100% уверен, ты знаешь, что такое спрос и предложение, поддержка и сопротивление. Я уже не первый, кто пытается тебе это объяснить, ты уже это читал, да даже как-то интуитивно ставил, пытался на этом заработать. Факт второй. Вот лично у тебя это не работает. Ты видишь, что это прекрасно отрабатывает на истории. Ты видишь людей, которые там обучают, что у них это работает. Ты видишь профессиональных трейдеров, у которых это работает. Но вот лично у тебя это не получается. Ты на этом деньги не зарабатываешь. Скорее всего, даже теряешь. Но в лучшем случае зарабатываешь какое-то копье, а потом в один день все это сливаешь. Это закономерный итог твоего незнания. То есть ты не знаешь, как действительно строить поддержку и сопротивление, где ее строить. Ты не понимаешь, почему она конкретно работает. Она работает за счет крупных капиталов. Не особо разбираешься, где находятся эти крупные капиталы. И поэтому у тебя очень много ложных входов. И поэтому у тебя там из 10 сделок 8 убыточные. Потому что у тебя много ложных входов, ты не понимаешь, как это работает. Ну, это не беда. Сейчас я расскажу, как действительно строить правильно поддержку и сопротивление так, чтобы это работало. Так, чтобы вы на этом могли зарабатывать. Во-первых, мы начнем, наверное, с определения. Поддержка сопротивления — это действительно место, где цена в прошлом резко развернулась. Но это еще не все. Обычно на этом все заканчивают. А мы с вами немножечко пойдем дальше. Знаете, мой сенсей, когда меня обучал, говорил, вот если хочешь заработать на рынке, придется заморочиться. Вот если мы хотим заработать на поддержке сопротивления, нам необходимо заморочиться, чуть-чуть пойти дальше, чем все остальные. Почему вообще разворачивается цена? Это происходит из-за агрессивной сделки крупных участников. Крупных денег. Еще это называется smart money, да, в западных системах и так далее. Из-за наличия большого объема крупные участники создают определенные движения. Давайте мы с вами немножечко углубимся в теорию. Если мы хотим на этом заработать, нам это необходимо сделать. Почему растет либо падает цена? Тут на самом деле дело не хитро. Вот у нас растет цена. Почему она растет? Потому что у нас доминирует спрос. Участники рынка покупают, вследствие чего у нас растет цена. Да? Здесь, я надеюсь, все понятно. Если непонятно, я вам оставлю ссылку на механику рынка, посмотрите, будете понимать и разбираться в этом более детально. После этого у нас происходит коррекция. Почему? Потому что участники рынка перекупили рынок. Рынок стоит дорого вот в этой точке. В этой точке очень дорого, вследствие чего участники рынка начинают скидывать свои прибыльные позиции, у нас образуется коррекция. На коррекции рынок доходит до определенной точки, где дешево. Участники рынка снова здесь начинают покупать, у нас происходит новая фаза роста. Рынок опять доходит до точки, где дорого. Часть участников рынка скидывают свою позицию, у нас образуется коррекция. Так происходит из раза в раз. Что может поменять вот эту всю структуру? В нашем случае бычью структуру. Что может произойти? Конечно, в рынок могут зайти капиталы. Как они могут зайти? Если мы предположим, что вот здесь сверху будет выходить не мелкие какие-то участники рынка, а, например, выйдет какой-нибудь крупный хедж-фонд, либо крупный какой-нибудь банк, что будет с ценой? Она начнет резко валиться вниз. Объемы очень большие, и, следовательно, влияние на цену очень большое. Что будет происходить дальше, когда рынок пробил вот этот вот минимум? Когда рынок пробивает этот минимум, из рынка все те, кто покупали вот здесь, вот здесь, вот здесь, по верхушкам, у них на счете минус. Разумеется, они, извините за такую фразу, но они сели, сами понимаете на что. Они сейчас сидят и лихорадочно проверяют постоянно страничку, смотрят, какой у них минус, как он растет и так далее. Они сидят на стреме, они ждут нужного часа, чтобы выходить. И многие из них не выдерживают, они точно так же начинают продавать усиленно. В этот момент в рынок, естественно, заходят покупатели, для которых до сих пор есть бычий тренд, и которые видят, что раньше же росло, значит, и нужно сейчас покупать. Разумеется, они заходят в позицию, у нас происходит коррекция. Коррекция вот этого начала падения, на которой начинают многие участники рынка снова выходить из позиции, которые боялись выйти вот здесь вот в минус, то есть продавать там, где дешево, они начинают выходить вот здесь. И у нас происходит полноценный разворот. Теперь такой нюанс. Вот у нас произошел полноценный разворот, рынок развернулся, это все понятно, но началось с чего? Началось с того, что здесь появился крупный участник рынка, который скинул свою позицию. Здесь нужно задать себе вопрос, почему такое происходит. Теперь давайте заморочимся еще чуть-чуть. Почему такое происходит? Почему крупный участник рынка может выходить из этого рынка? Первая причина — у него просто портфель.
Многие почему-то про это забывают. Допустим, у него в портфеле есть распределение, что 10% его портфеля находится в акциях, например, в акциях «Газпром». Соответственно, если акции «Газпром», например, подорожали на 30%, доля этих акций «Газпром», то есть объем этих акций «Газпром» в портфеле становится очень большой. Следовательно, ему необходимо продать какую-то часть бумаг для того, чтобы оставаться в рамках этого портфеля. Происходит продажа этих бумаг. А теперь давайте предположим, вот он продает при цене, допустим, 300 рублей за акцию «Газпром». В рынках у нас что будет? У нас будет рынок расти, дойдет до 300, он продает часть позиций, потом рынок уходит в коррекцию, дальше его не интересует. Если рынок вновь подойдет к этой области, у него до сих пор есть портфель. Мы что ожидаем? Мы ожидаем, что он будет делать точно так же. У него есть правило, он не может пойти против этого правила. Ну, так работает портфельные инвестиции. Что он будет делать? Он точно так же продаст часть акций «Газпром», вследствие чего у нас будет движение. Понятное дело, что когда акция «Газпром», например, сильно падает, он вот здесь вот покупает, опять-таки в рамках своего портфеля. Ну, в общем, обычное дело. И здесь вполне вероятно внизу тоже рынок будет отпрыгивать. Следующее. Это инсайд. Влияние инсайдера очень сильно преувеличено. То есть, да, действительно, инсайдеры существуют, но нужно понимать, что инсайд — это уголовная статья, по крайней мере в России. Ну и в том числе на любых финансовых рынках, если вы применяете инсайды, это инсайдерскую информацию, это уголовная статья. Тем не менее, инсайдер существует на бирже. Он просто прекрасно палится по графику, отрицать это невозможно, даже несмотря на то, что это уголовная статья. Все равно это присутствует. Ему стало, например, известно, что 10 числа, например, «Газпром» откажется от дивидендов, и вследствие чего, естественно, будет ожидаться движение вниз на количество вот этих вот, собственно говоря, дивидендов, ну, либо больше. Я помню, когда «Газпром» отказался от дивидендов, бумага упала на 30%, то есть прям караул. Естественно, что будет делать инсайдер? Но он заранее будет скидывать эту самую бумагу. Он будет скидывать эту бумагу, либо, когда рынок очень сильно упадет, обладая какой-то инсайдерской информацией, он вот здесь купит. Что вы будете видеть на графике? Точно так же. Вы будете видеть, поскольку позиция у него большая, вы будете видеть падение до этого, либо рост после этого. И теперь важный момент. Когда рынок вновь подойдет к этим точкам, инсайда уже нет. Инсайд уже отработал свою, то есть дивиденды не платили, все это прошло, информация прошла. Когда рынок вновь сюда подходит, что будет происходить? Участники рынка, видя, что рынок до этого очень сильно упал на огромное количество пунктов, что они будут делать? Начинает работать такая штука под названием самосбывающееся пророчество. Ожидая, что рынок вот здесь упадет, участники рынка начинают здесь фиксировать свои прибыльные позиции, либо заходить в шорты. Вследствие чего рынок перенасыщается их предложением, и он действительно движется вниз, потому что все начинают активно продавать. И в-третьих, это набор позиций. Причем набор позиций может быть отсылать нас как ко второму пункту, то есть он что-то знает и поэтому набирает позицию, также и к первому пункту. Он в рамках своего портфеля тоже набирает определенную позицию. Точно так же вы будете видеть на графике резкое, серьезное движение. Теперь, пожалуйста, запишите где-нибудь это в тетрадке, либо сделайте скриншот. Ритейл-трейдеры, то есть мы с вами, в обычных условиях не влияют на рынок. Это попросту невозможно. Пожалуйста, не придирайтесь к словам. Я понимаю, что наша позиция все равно каким-то образом влияет, то есть мы все равно делаем спрос и предложение, но мы не создаем серьезные движения. Наших денег недостаточно для этого. Еще раз подчеркиваю, в обычных условиях. Если выйдет какая-нибудь новость, либо будет какой-нибудь договорняк, конечно, из-за того, что все будут заходить массово в позицию, это будет влиять на рынок. Но в обычных условиях мы не влияем на рынок. Поэтому нам и необходимо искать крупный капитал. Запишите, пожалуйста, это очень важно. Это очень важно. Лучше даже сфотографируйте, наверное, на телефон, потому что, либо в тетрадку, в которую вы конспектируете, пожалуйста, это внесите. Это очень важный момент, иначе потом забудете, и у вас ничего не будет работать. Это очень важно. Все то, о чем мы сейчас обсудили, вот эту вот теорию, она нас приводит только к одному, что нам необходимо искать. Нам нужно крупное движение. И я пишу минус СМИ.
То есть желательно, чтобы это не было новостное движение. Если есть у вас возможность посмотреть, что это новостное либо не новостное, желательно, чтобы не новостное. Но даже если новостное, все равно это будет потом впоследствии какая-то реакция. Важно, чтобы движение было крупное. Чем крупнее движение, тем лучше. Теперь давайте построим поддержку сопротивления. Я буду это все показывать на таймфрейме 5 минут на фьючерсе доллар-рубль. Это работает на любом временном интервале, но, пожалуйста, без дурки. Вряд ли это будет работать на секундных графиках, и точно так же вряд ли это будет на вековых графиках работать. Пожалуйста, что-нибудь используйте более-менее рациональное. Я это использовал от минутки до дневки. На дневке это великолепно работало, на минутке это тоже работало, но с меньшей, так сказать, охотой. И здесь чем больше таймфрейм, тем лучше. Но выше дневки я это не тестировал, поэтому, пожалуйста, на свой страх и риск. Я просто не видел смысла использовать выше дневки. Но еще раз говорю, работает на любом временном интервале. Нам необходимо определить, где в рынках был крупный участник. Мы это можем определить визуально, когда цена резко свалилась вниз, либо резко улетела наверх. Есть еще очень хорошее условие, это когда в рынках произошел слом структуры. Давайте я запишу это одно из условий. Оно вам поначалу будет довольно помогать, но это не основа, грубо говоря. Слом структуры. Например, рынок шел наверх, а потом резко свалился вниз с пробоем последнего минимума и созданием минимума ниже предыдущего. Произошел слом структуры. То есть рынок до этого у нас шел наверх, а тут у нас структура сломалась. Вот это место считается довольно неплохой, в нашем случае, уровнем предложения, ну, либо сопротивлением. Точно так же зеркально. Рынок шел вниз, пробил последний максимум, произошел слом структуры, теперь это место очень неплохое для того, чтобы сделать уровень поддержки. Это самые, очень можно сказать, рабочие способы по определению. Важно слом структуры, важно серьезное движение в ту или иную сторону. Теперь давайте попытаемся определить эти места, где произошел слом структуры. Обращаем внимание, здесь у нас был максимум, минимум, и у нас был боковик. Вот у нас произошел слом структуры. Рынок сделал новый максимум выше предыдущего. Это место и произошло потом резкое падение. Это место теперь считается уровнем, в нашем случае, спроса. В нашем случае предложения. Этот уровень теперь считается уровнем предложения, ну, либо сопротивления. Теперь мы внизу видим то же самое, то есть рынок пошел вниз с формированием минимума ниже предыдущего, то есть тоже произошел слом структуры. Давайте построим здесь уровень. Теперь видим вот это движение, да, вот у нас сформированная бычья волна. Мы здесь видим тоже слом структуры. Вот у нас здесь был максимум, теперь здесь произошел слом структуры. И тоже здесь можем поставить с вами горизонтальную линию. Мы с вами сейчас это, конечно, все проторгуем, но давайте вначале сделаем небольшие детали. Во-первых, поддержку и сопротивление можно торговать как в отбой, так и в пробой. Об этом тоже чуть-чуть подробнее, чуть-чуть попозже, запаситесь немножко терпением. Но вот если сказать вкратце, в пробой поддержку и сопротивление мы торгуем следующим образом. Мы ждем, когда рынок пробьет поддержку и сопротивление, после этого ждем откат, и вот здесь вот на откате принимаем решение с помощью определенных условий. Об этом чуть-чуть попозже. То есть пробой это не означает, что мы заходим вот здесь в покупку. Мы ждем, когда рынок пробил поддержку и сопротивление, и только тогда стараемся зайти. Также мы можем торговать в отбой. Рынок подходит к поддержке либо сопротивлению. Здесь у нас рисует набор специфических условий, об этом чуть-чуть попозже. И тогда, когда рынок начинает двигаться вниз, мы заходим в продажу. Следующее. Вот этот пункт относится, он такой, знаете, плавающий. То есть его можно как бы немножко игнорировать, но здесь есть нюанс. Вот если у вас опыт меньше 2 лет, пожалуйста, используйте его, но постарайтесь хотя бы. Если у вас больше 2 лет, тогда можете его игнорировать, ну как-то так, знаете, не прислушиваться особо. Желательно учитывать тренд высокого таймфрейма. Что это означает? Вы торгуете, например, 5-минутку и открываете для этого час. На часовике вам нужно обратить внимание, куда двигается тренд, вот глобальный. То есть рынок растет глобально, либо падает. В случае, если он растет на 5-минутке, вы можете брать сделки только в покупку. При этом, если у вас будет сделка, например, в разворот, вам нужно будет это игнорировать. Поскольку с огромной вероятностью здесь будет огромный
поскольку с большой вероятностью здесь все-таки будет пробой. То есть рынку свойственно все-таки двигаться в сторону вышестоящего временного интервала. Почему я говорю, что вы можете это игнорировать, что если у вас много лет опыт, ну, то есть если вы опытный, хотя вы, скорее всего, неопытный, потому что вы можете уже с помощью рабочего временного интервала определять глобальный тренд, то есть в этом нет никаких проблем. Следующее, всегда необходимо ждать подтверждения, неважно, торгуете вы в пробой либо в отбой, вам нужно ждать специфические условия, о них чуть-чуть попозже. Ну и следующее, следим за характером движений. Понятное дело, если мы видим такую ситуацию, допустим, вот у нас есть уровень сопротивления, да, и у нас происходит такой большой рывок, но ясен-красен, здесь будет пробой, здесь будет такой серьезный пробой, и дальше вряд ли здесь будет какой-то серьезный откат и что-то в этом духе. То же самое относится, например, у вас есть рынок, и он тут начинает двигаться вот такой пилой. Пила — это признак силы. Вот что бы там ни было, здесь, в общем-то, поддержка сопротивления работать не будет. Вот есть набор таких специфических условий, когда мы следим за графиком, да, и пытаемся понять, что сейчас делает та или иная сторона. Конечно, здесь нет какого-то четкого набора условий. Невозможно его дать в принципе. Здесь все уже будет решать ваш опыт и те знания, которые вы получаете. Но здесь, конечно, и моя онлайн-школа вам тоже поможет. Ну и те материалы на YouTube, которые мы выкладываем, они тоже вам помогут. Важно понять, что здесь иногда бывают условия, когда мы все-таки это игнорируем. То есть это не железобетонный фактор. Если, например, рынок двигается наверх пилой, то какой бы там ни был крупный игрок, в рынках действуют капиталы, на покупку заходит активно, его просто-напросто порвут. Хорошо, давайте теперь начнем говорить о пробое. Чтобы торговать в пробой, уровень поддержки и сопротивления, рынок должен пробивать уровень по-человечески. Это самый лучший термин, который я придумал в этом плане. То есть, вот у тебя, допустим, есть уровень сопротивления. Рынок должен его пробить по-человечески. То есть здесь не должна быть вот такая пила, которая идет наверх и которую хрен что остановит. Здесь не должно быть резкого движения вот такого наверх. Здесь должно быть по-человечески произойти пробой. То есть рынок пробивает его, где-то здесь делает откат. Вот это нужно делать. Без каких-то таких вот, знаете, крайностей, когда резкий взлет или, например, затухание, когда рынок у вас затухает, потом бац, пробой. Мы это тоже стараемся не торговать. То есть ситуаций бывает много. Торгуйте то, что вы понимаете. Вам нужно стараться искать вот такие вот классические ситуации. Следующее. Это не должна быть конечная стадия тренда. Здесь вам необходимо учитывать, что такое АТР. АТР сложная тема, ее нужно понимать в комплексе. Мне не рассказать в одном видео вам и про поддержку сопротивления, и про уровни, и про крупного игрока. Это в принципе невозможно. Поэтому я вам оставлю ссылку на АТР, на вебинар. Он находится бесплатно здесь на YouTube. Посмотрите его, будете понимать. Грубо говоря, у нас есть понимание, что рынок, допустим, растет у нас на определенное количество пунктов. Например, здесь 100 пунктов, здесь 90 пунктов, ну здесь тоже пусть будет 90 пунктов. Соответственно, мы понимаем, что у нас средняя арифметическая это 95, например, пунктов. Если рынок у нас снова вырастает на 95 пунктов, и мы находимся вот в этой точке, какая там поддержка сопротивления, всем глубоко фиолетово. Рынок будет уходить в коррекцию. То есть здесь вот сверху не надо вот в этой области, когда рынок уже прошел где-то близко к 95, где-то 80 пунктов, да, когда вот мы находимся вот здесь, вот в этой области, не надо искать сделки на продолжение, что бы там ни было про поддержку сопротивления. Это нужно учитывать. Это же применимо наоборот. Вот если рынок к этому моменту уже преодолел свой АТР, и он подходит к области сопротивления в данном случае, это вот такенный сигнал. При наличии здесь подтверждения, о нем чуть-чуть попозже, здесь вы можете сделать просто великолепную сделку, если вы это увидите. По-хорошему вообще такие сделки и искать. Как торговать в отбой? Первое. Рынок должен сжаться перед этим уровнем, то есть ты должен видеть, как рынок сжимается. То есть свечи становятся меньше, а потом происходит прорыв. Второе. Рынок резко может пробить уровень, важно наличие импульса. То есть, когда мы имеем поддержку и сопротивление, у нас может быть такая ситуация, и она будет с огромной вероятностью. Вот если вы дослушали до этого момента, вы красавчики.
Обычно до вот этого, ну, у меня же есть статистика по моим видео, я могу точно сказать, что до конца видео досматривают, ну, мало человек, скажем прямо. Если вы досмотрели до этого момента, вы получаете грали. Я всегда в конце видео даю какие-то грали, грубо говоря, те, что я не рассказываю в самом начале. Я хочу благодарить вас за ваше терпение. Вот если вы увидели такую ситуацию, что у вас есть поддержка сопротивления, сейчас рынки очень часто, я не брал статистику, но 80% это точно, рынок пробивает поддержку сопротивления вот такими импульсами. Бояться этого не стоит. Когда рынок пробивает этот импульс, если он откатывает, если он вот здесь вот рисует вам, соответственно, сжатие, грубо говоря, да, это очень хороший сигнал. Это очень хороший признак того, что рынок пойдет дальше вниз. Главное, чтобы сжатие было далеко от этой поддержки сопротивления. И помните, сейчас зачастую рынки пробивают поддержку сопротивления перед разворотом. Это связано с захватом ликвидности и связано с тем, что в рынках, короче, не мудрите, не забивайте себе голову, с чем это связано. Важно просто запомнить это как закономерность. Обычно рынок пробивает уровень поддержки сопротивления, после этого делает откат. И желательно, чтобы это была конечная стадия тренда. Смотрим на Ether. Это то, что я говорил в предыдущем слайде. Что касается сигнала. Важным условием сигнала является сжатие. Причем это относится и к пробою. То есть вы должны увидеть сжатие вот здесь. При подходе с обратной стороны. И к отбою. В отбое мы стараемся увидеть сжатие вот здесь. Сжатие представляется разными моделями. Я вам здесь нарисовал основные. Я прошу вас, пожалуйста, сделать фотографию этих моделей. Это очень важно. Это очень важно. Хотя бы скриншот сделайте, но лучше сделать фотографию на смартфон, чтобы это не забыть. Когда мы говорим о сжатии, мы стараемся увидеть, когда рынок подходит к этой области, свечи становятся очень-очень маленькими, происходит сжатие, как будто бы рынок сжимается. Ну, визуально это даже видно. А потом происходит резкий импульс вниз. Вот здесь вот происходит импульс. Импульс по сравнению к предыдущим свечкам. Это о чем говорит? Это говорит о том, что вот тут у вас находится мощный продавец. Он выставил свою заявку, вспоминайте самое начало, да, он выставил свою заявку, поэтому рынок сжался, и поэтому происходит последующий импульс вниз. Здесь также может проявляться вот такие хвосты. Здесь то же самое. Здесь с большой вероятностью появился мощный продавец, поэтому здесь появляются такие хвосты. То есть рынок идет наверх и резко отпрыгивает. Отпрыгивает и как раз таки от лимитов вот этого крупного участника. Либо рынок может просто дойти до этой области, прошить ее и потом резко свалиться вниз. Еще может быть вот такая формация. В классической школе чтения японских свечей называется рельсы паттерн. То есть свеча бычья, свеча медвежья. Без тени. Я тени нарисовал, но здесь обычно, когда мы говорим о классической фигуре, здесь без теней. То есть импульс наверх, импульс вниз. То же самое, по сути дела. Может быть какие-то смежные варианты, то есть когда у вас будет импульс наверх, импульс вниз, потом опять импульс наверх, и вот здесь вот появится какое-то сжатие, а потом происходит импульс вниз. То есть может быть и такое быть. Но основные это вот эти 3-4 модели. Пожалуйста, еще раз подчеркну, пожалуйста, сфотографируйте это, чтобы это не забыть. Это относится и к поддержке сопротивления, и к торговле уровнем, и к трендовым каналам, ко всему. То есть, когда мы говорим о сигналах, мы всегда используем в основном эти сигналы. Они всегда указывают на наличие здесь продавца. Если пример зеркальный, то есть если мы рассматриваем движение наверх, мы здесь рассматриваем движение вниз, то же самое, только зеркально. То есть, когда рынок у нас идет, например, вниз, снижение волатильности, происходит импульс, да? Либо вот такие форматы. Ну, я думаю, здесь нетрудно, да, все это сделать зеркально. Сейчас я вам буду это все показывать на исторических данных, чтобы вам показывать плюс-минус идеальные примеры, чтобы вы запомнили, как это работает. Если вас интересуют мои сделки на реальном счете и мой торговый отчет на протяжении 5 лет, я вам оставлю ссылку вот здесь вот наверху. Перейдете, ознакомитесь с плейлистом, потому что это видео все-таки не моя проверка как трейдера, насколько я хорошо торгую, и чтобы у вас была уверенность
в том, что это работает, что я это использую на свои реальные деньги. Перейдете вот здесь, вот ознакомитесь с моими сделками и с торговым отчетом. Мы с вами уже здесь построили поддержку и сопротивление. Теперь нам необходимо ждать определенные условия. Мы видим, что мы уже пробили область, в нашем случае, сопротивления, которое теперь уже стало поддержкой. Теперь нам необходимо дождаться движения сюда и разворота. То есть нам необходимо увидеть вот такое условие, да, то, что я вам рисовал. Здесь мы стараемся найти движение в обратную сторону, где-то здесь, соответственно, разворот. Вот мы подошли к этой области. И прошу обратить ваше внимание, вот появление сигнала. Вот появляется свечи с последующим движением наверх. Для нас, по сути дела, это и означает сигнал. То есть это означает, что здесь у нас находятся лимитные ордера покупателя. Рынок дошел до нашего профита, мы на этом заработали. Рынок пробил нашу область, откатил к ней с обратной стороны. И вот тоже дает сигнал. Вот пример сигнала. То есть происходит сужение диапазона. То есть свечки становятся очень маленькие. Давайте я приближу, чтобы вы это увидели. Вот у нас происходит сужение диапазона с последующим импульсным движением вниз. Здесь мы можем зайти в продажу. То есть мы пробили. В нашем случае поддержку, которая теперь стала сопротивлением. И тоже можем двигаться дальше вниз. И здесь выходим по прибыли. Заметим, что тут я не обсуждаю, где поставить стоп-приказ и take profit. Это очень большая тема. Я вам оставлю лучше вебинар, где это прям на молекулярном уровне рассказал, чтобы вы посмотрели, чтобы вы поняли, как это строить действительно, да, действительно правильно, чтобы здесь не было, знаете, на скорую руку. Потому что все-таки стопы и take profit это 90% вашей победы на рынке. Давайте мы с вами повторим еще раз про поддержку и сопротивление все, что мы сегодня с вами здесь узнали. Во-первых, поддержка и сопротивление — это место, где цена развернулась в прошлом. Желательно, чтобы здесь был пробой слома структуры. Это происходит из-за агрессивной сделки крупных денег, плюс наличие большого объема позиций этих самых крупных денег. Поддержку и сопротивление можно торговать как в отбой, так и в пробой. Желательно учитывать тренд высокого таймфрейма, но не обязательно. И всегда нужно ждать подтверждения, когда рынок нарисует сигналы, которые я вам дал. И всегда нужно следить за характером движения цены. Я вам оставлю ссылки на все в подсказках и также в комментариях на нужные вам темы. То есть на механику рынка, на АТР, на таймфреймы, наверное, оставлю и так далее. В общем, зайдете в комментарии и обязательно посмотрите. В особенности, если вы начинающий, посмотрите первое, второе, третье, то есть все, что я накидал. Смотрите в том порядке, в котором я вам буду это все давать. Чтобы у вас была общая какая-то картина мира, чтобы вы не смотрели все это отрывочно. Чтобы вы понимали, как это все торговать. Правильно, чтобы на этом заработать. Что я вам еще порекомендую, так изучать трейдинг в комплексе. Вы можете дальше искать какие-то видео бесплатно, без регистрации смс. Я вам могу наслать кучу видео, но лучше, чтобы вы изучали все в комплексе. У меня есть обучающая программа, которая позволит вам изучить трейдинг в комплексе. От мала до велика, шаг за шагом. Первое, делайте то-то, то-то, то-то. Второе, делайте то-то, то-то, то-то. Третье, четвертое, пятое. То есть вам нужно делать все по шагам. И все по шагам я вам расскажу, как конкретно это нужно делать. Все эти знания мне уже принесли огромную кучу денег. Принесли деньги нашим студентам. И если это получается у меня, у наших студентов, у вас это 100% получится. Здесь нет никаких проблем. И самое главное, я понимаю, что вам торговая система, поддержка сопротивления. Я для вас в основном говорю как на китайском языке. Самое главное, что вы получите, пройдя мое обучение, вы получите навыки по заработку денег на финансовом рынке. Вы будете зарабатывать так же, как зарабатываем мы сейчас. И сейчас для этого у вас просто идеальная возможность. Сейчас рынки болтают вверх и вниз, и мы зарабатываем очень много денег, потому что сейчас хлебное время. Палку воткни в монитор, макаку посади за монитор, и она начнет зарабатывать. Это действительно так, потому что рынки дают эту возможность. Идеальное время и стартовать сейчас, и зарабатывать сейчас. И 90% прибыли трейдеры делают именно в такие неспокойные времена, когда все болтается, когда все рынки падают, взлетают и так далее. Именно в эти времена люди делают деньги.
делайте их, потому что дальше будет сложновато это все делать. Не буду выдумывать, но будет сложно дальше. Сейчас есть возможность заработка, и воспользуйтесь этим. Ссылка на все находится в описании. Мы работаем полностью в белую, есть соответствующие лицензии у нас. Я сам квалифицированный инвестор, аттестованный Центральным банком России. Выдаем чеки, все у нас кристально прозрачно, в белую работаем. Мы уже работаем 7 лет, и вы можете быть уверены, что это не какой-то скам-проект, там фирма-однодневка. Мы уже 7 лет на рынке обучения, 7 лет мы меняем жизни людей. Меняйтесь и вы вместе с нами. Удачи вам, счастливо зарабатывайте.